Друзья, добрый день! Меня зовут Настя Лосева, и сегодня мое видео будет посвящено изготовлению вот такой прекрасной закваски. У меня закваска здесь ржаная, но в конце видео я вам расскажу самый главный не секрет, который вам не скажет ни одно видео, ни один блогер. Как сделать закваску, чтобы у вас была сразу и пшеничная цельнозерновая, и ржаная. Кроме того, я выводила закваску на овсяной муке, это можно сделать и на полбяной. Но начните вот с такой. Вы можете взять любую муку, которая у вас есть сейчас в наличии. Закваска, хочу вам открыть большой секрет, о котором вам тоже никто не скажет. Закваска — это 3 ингредиента основных. Это вода, это мука, это ваша любовь и ваше желание испечь домашний ароматный хлеб для своих родных. Я хочу, чтобы вы начали. Уже многие написали, что по моим рекомендациям получилось сделать закваску. Я очень рада. Хочу, чтобы вы начали делать ее со мной, и у тех, кого не получалось давно, обязательно получится. Я расскажу вам, как каждый день ее кормить, что с ней нужно сделать и как определить, что она готова. Видео будет не очень длинным, но в конце еще я хочу уделить внимание вашим вопросам. Пишите вопросы обязательно в комментариях к этому видео. Я отвечаю на все комментарии, лично людям пишу по каждому вопросу, который вас интересует. Более подробно со мной общаться можно еще и в моем телеграм-канале. Ссылочка будет в описании к видео. И также в описании к видео я оставлю все ссылки на рецепты хлебов, которые я уже размещала на своем канале. Ну что, давайте начнем. Друзья, итак, сегодня мы начинаем с вами делать закваску. Если вы будете повторять все, что сейчас делаю я, у вас закваска обязательно получится. Я предлагаю вам начать делать закваску из какой-то одной муки. Вы можете взять цельнозерновую пшеничную, либо цельнозерновую ржаную. У меня вот здесь ржаная мука. Можно также взять муку полбы. Я взяла 2 стаканчика вот таких с одинаковым количеством воды и муки. Закваска — это и есть смешение воды и муки. Возьмите какую-то емкость, это может быть прозрачная чаша, либо 400-граммовая банка, то, на что вы сможете сверху положить крышечку, либо прикрыть и оставить на столе. Итак, берем муку, берем воду в равном количестве и просто интенсивно перемешиваем. Мы с вами должны получить консистенцию густой сметаны. На самом деле, в жизни я даже никогда, в обычной своей жизни, не смешиваю на весах, не взвешиваю. Ориентируюсь только на консистенцию. На консистенцию закваски. Вот так нужно ее очень хорошо перемешать. Я хочу обратить ваше внимание, что ваша консистенция, вот этой смеси, может быть немножко другая, если вы возьмете одинаковое количество 30 грамм воды и 30 грамм муки. Это может зависеть от влажности вашей муки, от влажности воздуха. Если у вас в период, когда вы делаете закваску, очень сухо, то и мука у вас будет сухая, и, соответственно, жидкости она возьмет немножко больше. Вот такая консистенция у нас получается. Я ее выравниваю, чтобы мне было удобнее ориентироваться, насколько она поднимется. Здесь вот я вижу уровень. Можно нарисовать фломастером уровень. Можно, если вы на баночку, можно надеть резинку. И сверху прикрываем крышечкой. Закваску мы должны оставить в теплом месте. Температура должна быть не менее 22 градусов. Лучше, если это будет 24-26 градусов. Если у вас холоднее, поставьте в духовку и включите лампочку. Тогда температура будет оптимальная. Оставляем закваску на сутки. Второй день кормления закваски. Она практически не увеличилась в объеме, но появились первые пузырьки. На дне их хорошо видно. Запаха тоже никакого еще нет. Появляется не такой неприятный запах, но не резкий совсем. И сейчас мы ее будем кормить ржаной мукой. 30 грамм муки и 30 грамм воды. Тщательно перемешиваем, чтобы вода соединилась с мукой. И я хочу ее переложить в другой стакан, где будет лучше видно, как она растет и пузырится.
Перекладываю в стакан и хочу обратить сейчас ваше внимание, что в комнате на этом месте, где у меня стоит закваска, 26,4 градуса. Это отличная температура для выведения закваски. Третий день кормления закваски. Появились явные пузырьки на поверхности и резкий запах. Резкий запах пропавшего сыра, может быть уксусный запах добавится. Видно, что закваска увеличивалась за эти сутки в 2 раза, но опала, не сохранив свою форму. Видите, она стала более жидкая, не держит форму совсем, и нам нужно продолжать ее кормить. На третьи сутки мы берем из общего объема, который сейчас составляет 120 грамм, 50 грамм закваски. Я отложу в отдельную емкость, где мне удобнее мешать. И покормлю ее 30 грамм муки и 30 грамм воды. Также оставлю на сутки. Запоминаем примерный объем. У меня около 100 грамм. Вот здесь вот есть отметочка. Оставляю закваску на столе еще на сутки. У нас следующий день, и мы сейчас будем кормить с вами закваску. Вот так она выглядит. Я буду подписывать каждый день кормления. Посмотрите, она уже такая разрыхленная, хорошая, и увеличилась в 2 раза. Было вот столько ее, 100 грамм было. Вот 100 грамм, это вот столько. То есть она поднялась в 2 раза. Хочу сказать, что у нее сейчас уже пропал вот этот резкий запах, и она потихоньку начинает пахнуть хлебом. Сейчас из этой закваски я уберу половину. Сейчас покажу, как она выглядит внутри. Вот так. Уберу половину, просто половину объема. И сейчас уже буду показывать вам, как я вообще кормлю закваску. Дело в том, что я ничего не взвешиваю. Делаю это на глаз, ориентируясь на консистенцию. Хочу, чтобы вы тоже привыкли к тому, что закваска это не что-то такое аптечное или то, что нуждается в точных измерениях. Здесь главное почувствовать вашу закваску, как она должна выглядеть, как она должна себя чувствовать, как она должна пахнуть, чтобы нравилась вам. Поэтому с сегодняшнего дня я буду кормить ее, показывать вам так, как я это делаю. То есть я ничего не взвешиваю. Итак, сейчас мы отсюда уберем половину объема. Произвольно, просто на глаз убирайте половину. Если еще боитесь, ну взвесьте тогда и половину просто уберите. И дальше будем кормить 30 грамм воды и 30 грамм муки. Так, беру просто лишнее на глаз, перекладываю. Хочу напомнить, что если ваша закваска сейчас не имеет резкого неприятного запаха, то на этой закваске вы можете испечь блины, можете поставить квас. Можете испечь оладушки. Так, вот такой объем я оставляю. И сейчас доливаю сюда водички из-под крана холодной. Доливаю водички. И муки. Все очень хорошо перемешиваем. Вот такая консистенция меня устроит. Все, опять оставляю на столе. Так, сейчас все подровняю. Надо сказать, что закваска уже начинает хорошо пахнуть хлебом. Уже чувствуется хлебный запах.
Но нам нужно добиться более, знаете, такого запаха творожка. Это значит, что в ней уже поселились, кроме диких дрожжей, поселились еще и лактобактерии, молочно-кислые бактерии. Чем больше бактерий будет в нашей закваске хороших и вкусных, тем вкуснее будет наш хлеб. Поэтому, именно поэтому закваска, чем она старше, тем она лучше. И на ней получается более вкусный хлеб. Вот так я оставляю закваску. Видите, она без пузыриков. Все, опять оставляю на столе. Ждем. На 5-й и 6-й день я делаю то же самое. Откладываю половину закваски и кормлю по 30 грамм воды и 30 грамм муки. Вот так выглядит закваска на 7-й день. Вчера мы ее покормили, причем еще даже сутки до конца не прошли. Вы видите, несмотря на то, что она поднялась, она опустилась за это время, но при этом остается вот такая пористая структура у нее. Это одно из свидетельств того, что ваша закваска готова. Ну и второе, это отсутствие неприятного запаха. В таком состоянии вы можете перемещать свою закваску в холодильник и кормить там ее по схеме. Первый месяц можно кормить 2 раза в неделю. Дальше можете кормить ее раз в неделю, этого будет достаточно. Ставите в самую холодную зону. И все. Берете и используете по необходимости. Вот так мы с вами быстро сделали закваску. И, как я и обещала, самый главный секрет. Смотрите, через 7 дней, может быть через 6, может быть через 8, это зависит от температуры, я вам все рассказывала в процессе изготовления этой закваски. У вас будет выведена вот такая закваска. Неважно, какая она будет, вы можете ее выводить на цельнозерновой пшеничной, просто на пшеничной муке. Можете на ржаной муке, на ржаной обдирной, на ржаной цельнозерновой. В общем, какую найдете в магазине. Абсолютно не важно. Что важно? Важно то, что теперь, когда у вас есть вот этот стартер, вы можете взять чайную ложечку вот этого стартера, который у вас есть, отложить в отдельную емкость, в отдельную баночку чистую. Вот это у меня ржаная закваска, цельнозерновая. Я беру ее часть, откладываю в баночку и начинаю кормить вот эту часть пшеничной цельнозерновой закваской. Что происходит? Кормим ее, например, через 2 дня, каждые 2 дня по 30 грамм муки, 30 грамм воды, но уже пшеничной цельнозерновой. И у вас образуется вот такая пшеничная закваска. Это закваска, которую я покормила, и сейчас буду печь на ней хлеб. Вот, посмотрите, как они отличаются. Это ржаная, это пшеничная закваска. Видите? Если вы хотите сделать обычную пшеничную закваску, не цельнозерновую, а с обычной белой муки, берете ложечку вот этой пшеничной и начинаете кормить ее обычной белой цельнозерновой, вернее, обычной белой мукой. Можете полбяную также сделать, можете с овсяной муки также сделать. То есть вам достаточно вывести один стартер, потом его можете взять и начинать кормить, то есть перекормить на другую муку. И у вас будет ассортимент различных заквасок. Зачем они нужны, я рассказывала в прошлом видео. Однако я хочу вам сказать, что я одинаково успешно пеку и на пшеничной, вот на этой пшеничной закваске, я пеку ржаной хлеб. Когда у вас закваска сильная, она поднимает любую муку. Единственное, что у пшеничной муки можно ее путем кормления сделать так, чтобы у нее вообще не было кислоты. С ржаной закваской вы такого не добьетесь, поскольку у ржаной муки сам по себе немножко есть кисловатый вкус. Поэтому, если вы не хотите кислого вкуса хлеба, но хотите печь домашний хлеб, то пеките его на пшеничной цельнозерновой. А у меня есть такой рецепт с добавлением ржаного солода. Тогда хлеб у вас будет со вкусом ржаного хлеба, то есть как ржаной, но можно делать его без добавления ржаной муки, либо совсем с небольшим добавлением ржаной муки. И тогда у вас не будет кислоты. Но это в том случае, если ваши домашние, либо вы не любите кислый вкус хлеба. Напомню, что все рецепты будут внизу в описании под видео.
Друзья, надеюсь, вам это видео было полезным. Не забудьте подписаться, поставить лайк и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Будет очень много рецептов, всяких разных, дальневосточных, по выпечке хлеба, азиатских рецептов. Ну и, конечно, будем ходить на рыбалку, ловить рыбу сами, собирать грибы, выращивать урожай. Поэтому добро пожаловать на мой канал.